русская деревня в сердце Германии. Вы можете это представить? Русская колония Александровка. Почему название такое Александровка? Когда умер Александр I, это 1825 год, то его друг Вильгельм Фридрих III в честь Александра основал такую колонию, где жили русские солдаты, которые выступали в прусском хоре. Построили 18 домов, сделали церковь. И вот эти солдаты со своими семьями жили вот в этой небольшой деревушке. До сих пор есть потомки, которые живут здесь. Фамилия Григорьевы. Конечно, дома не оригинальные, так как американцы в 1945 году разбомбили центр Потсдама. Но это было все восстановлено по старым эскизам, рисункам. И вы видите, что люди постарались, красиво все сделали. Вот такие дома теперь украшают эту улицу. На свете много улиц разных, но не сменяю адрес я. Сегодня мы находимся в городе Подступный. Это старославянское название. На самом деле этот город называется сейчас Потсдам. Он недалеко от города Берлина, всего лишь в 10 километрах. В одном из домов есть музей. Мы его посетим, посмотрим. Ну, вот такой быт был у людей, которые здесь раньше жили. Топили хворостом. Вот ступа была, что-то толкли. Посмотрите. Масло, да? Похоже. Но это вот такие носили наряды в зиму. Перед вами очередной одноэтажный дом, заметьте. Потому что там были двухэтажные. Здесь я вижу всего лишь один этаж. Домик перед вами. Хотя есть второй этаж, но он... Шишкова, да? Николай Шишков здесь раньше жил. После того, как мы прошлись по деревне, мы проголодались и мы зашли в русский ресторан. Так что сейчас будем пробовать вкусную русскую народную еду. Так, ну я уже знаю, что буду заказывать. Я просто хотел вам показать. Здесь супы разные. Солянка, щи, борщ, блинчики. Есть выпечка разная. Даже кофе можно взять. Чай. Так, я возьму пельмени и возьму сибирские пельмени за 14,90, наверное. Угу, спасибо. Нам принесли борщ, хлеб и, смотрите, закуска. Все выглядит вкусно очень. Дошли до замка Сан-Суси, и вы видите, сейчас он закрыт, внутрь не попасть, жалко. Позади меня находится уже сам парк. Он очень большой, можно гулять здесь часами. И если
посмотреть, но вы, наверное, не увидите. За небольшим вот этим лесом есть мельница. Так вот, когда Фридрих II сюда приехал, ему все понравилось, и он решил строить замок на этом месте, рядом был фермер, который отказался продавать свою мельницу. Так вот, замок построили, а мельница до сих пор стоит. Конечно, это не оригинал. Мельница была разрушена во время Второй мировой войны, но ее восстановили, так что она стоит как на том же месте, где и стояла старая. Интересный факт, даже король не смог завладеть землей фермера, потому что закон есть закон. Если посмотреть за фонтаном есть метров 800, может быть, с километр старой руины на горе. И я думал, это какие-то античные руины, замок, может быть, какой-нибудь исторический. Нет, ребят. Фридрих II при строительстве дворца, он от меня с правой стороны решил построить декоративные руины, чтобы, выйдя из своего дворца, он мог любоваться этими руинами. Ну, человека фантазия работала на все 100%. Так что красавчик, что сказать. Первый день отпуска провели мы хорошо. Много что увидели, много что посмотрели, вкусно покушали, погуляли. В Берлин не успели, так как много времени провели в Потсдаме. Сегодня ночуем вот в этом отеле. Заехали, заселились. Завтра утром завтракаем и едем в Берлин. Кстати, отсюда до Берлина минут 20 езды. Это пригород Берлина, спокойно, все тихо. И с утра, я думаю, воскресенье будет. Не так много машин, не так много движения. Можно будет прокатиться на обзорном автобусе. Я надеюсь, у нас это получится. Немножко посмотреть Берлин, потому что это лучше, чем ездить самому на машине, так как автобус, он знает маршрут и знает все достопримечательности. Так что завтра, я думаю, что все получится.